Всем привет, вы на канале SuperKit. Дали мне тут поиграться с остатками нетбука, посмотреть, что можно с ним сделать. Он рабочий, если так можно выразиться, глядя на его состояние. Просто был не до конца сложен экран, а на клавиатуре лежала мышка. На это все дело сверху прыгнул код, что привело к разбитому экрану. Владелец этого девайса, недолго думая, отломал экран полностью, и вот осталось то, что осталось. Это ноутбук HP с процессором Intel Atom, у которого одно ядро и два потока. Память здесь DDR2 1 ГБ при одном разъеме под AZU. Можно, конечно, заменить планкой на 2 ГБ хотя бы, но если честно, то уже смысла никакого это не имеет, так как с этим получившимся неттопом уже ничего не сделать. Самое ценное здесь это винт на 250 ГБ, который стоит дороже всего остального. Ничего оно не тянет, это устройство не тянет даже обычное видео в формате HD 1920 на 1080 30 кадров в секунду. Именно этот момент и заставил меня купить устройство, которое я видел давно и хотел оценить, но об этом чуть позже. Раз уже все равно его разбирать, разбирается он довольно просто, обыкновенным поддеванием нижней крышки, которая не прикручена ни одним болтом, держится только на защелках. То типа обслужу это оставшееся недоразумение, почищу пыль хотя бы. В нетбуке отведено место под полноценный нераспаянный разъем мини PCI Express. На втором месте по цене из имеющихся внутри частей половинчатая сетевая карта. Хотя я не встречал сгоревших сетевых, не знаю, насколько это может быть вообще кому-то нужно, чтобы покупать. Если еще пытаться применить в личных целях, это одно, а покупать отдельно такую сетевую — сомнительное действие. Вентилятор стандартный для таких нетбуков, в данном случае он не особо-то и в пыли, хотя нетбуку вообще уже лет 10. Разбирается такой вентилятор очень легко, просто снимается крыльчатка и все. Она крепится и не спадает за счет магнита. После чистки немного смазываю и обратно в бой, если вообще какой-то бой в жизни у этого нетбука еще будет. Кабели, которые вели к дисплею и веб-камере, в экране соберу вместе и стяну, чтобы не болтались. Самая большая проблема, что невозможно теперь попасть в BIOS. Даже при подключенном стороннем мониторе изображения нет до тех пор, пока не начнется загрузка винды. Если верить инфе из инета, то можно закрыть крышку, а потом включить нетбук. Тогда система может определить основным экраном подключенный монитор или телевизор. Но сложность в том, что в оторванном дисплее был магнит, который при закрытии крышки оказывался около геркона в нетбуке, и таким образом нетбук понимал, что крышка закрыта. Но сейчас крышки нет, насколько я не водил магнитом, так и не нашел места, в котором находится геркон. В общем, включил я нетбук, и видно, как открытое видео явно пропускает кадры и идет неплавно. Это видео имеет разрешение 1920 на 1080 и 30 кадров в секунду. Сам проц при этом загружен на 100%. Этот фактор устаревшего старого проца Intel Atom побудил меня заказать такое вот устройство. Это декодер, который должен забрать нагрузку при воспроизведении видео на себя. Видео должно быть разрешением не выше 1920 на 1080. Такие декодеры есть разные, и полноразмерные, и половинчатые.
Поскольку в данном нетбуке слот половинчатый, я взял именно такой вариант, хотя он дороже в 3 раза, чем полноразмерная карта. Для того, чтобы крепить в полноразмерном слоте Mini PCI Express, есть металлическая планка. В данном случае она не нужна, поэтому я ее и снял. Однако после включения ничего не происходит. Винт не проявляет активность, загрузка винды не происходит. Соответственно, по озвученным причинам я не могу понять, почему так. Наверняка отображается какая-то инфа, которая и объясняет это. Ну ок, взял другой ноут, чтобы проверить в нем. Вставил вместо Wi-Fi карты, и вот написана причина. На ноуте выдается инфа, что установленная Wi-Fi карта не поддерживается. Предлагается ее вытащить и после этого включить ноут. Тогда я решил заказать переходник для ноутбучной сетевой карты под обычный PCI Express слот компа. Если этому декодеру не нравится слот нетбука, то решил попробовать полноценный комп. В нем точно самый настоящий слот PCI Express. Переходник, конечно, не для этих целей, но он не имеет никаких микросхем. А значит, должен просто разводить контакты по разъемам. Установил в комп все это дело, а комп даже не включается. Видно, как при попытке включить вентиляторы начинают крутиться и сразу останавливаются, как будто блок питания уходит в защиту. При этом, если поставить нетбуковскую сетевую карту, то в этом переходнике в компе она прекрасно определяется и работает, без проблем находя Wi-Fi сети. Такой адаптер позволит оснастить Wi-Fi картой комп, при этом у Wi-Fi есть хорошие антенны, а само устройство не торчит из USB портов. Касательно же работы самого декодера, я не знаю, что тут можно придумать, может несовместимость какая-то. Решил заказать другой декодер, тот, который имеет полный размер и длину 50 мм. Именно его я и увидел изначально. Но потом выяснилось, что его не установить в разъем данного нетбука под крышку, но установленный под углом будет обеспечен контакт, а все, что мне нужно сделать, это просто проверить работу. Но, как и в первом случае, устройство снова не заработало, причем ни в нетбуке, ни в ноуте. Та же ошибка. Полазил, почитал, люди его вставляют именно вместо сетевой Wi-Fi карты. Причем даже в случае, когда в ноуте есть два разъема Mini PCI Express. И даже более того, когда этих разъема два, то даже если в одном из них не работает, то работает, как правило, именно в том, в котором была установлена Wi-Fi карта. Почему это все наотрез отказывается работать у меня, не ясно. У меня не заработали две такие платы на двух ноутах. Скорее всего, что-то не так со слотами Mini PCI Express с моей стороны. Очень жаль, что не заработало. Посмотреть и поиграться было бы интересно, но не более. Для системного использования я не рекомендую подобные устройства, потому что так в любом случае удобно смотреть только офлайн, то есть только вручную запущенные файлы видео.
Даже если все работает нормально, YouTube можно будет смотреть только обходными путями. А именно через определенный проигрыватель, например подплеер. А для просмотра придется копировать ссылку с YouTube и в настройках у плеера, связанных с проигрыванием мультимедиа по сети, вставлять эту ссылку. Согласитесь, каждый раз вы так делать не будете. Итого, удобство минимум, вероятность, что вообще заработает менее 50%, а еще наверняка придется помучиться с драйверами и потерять Wi-Fi карту, так как именно вместо нее это все и устанавливается. Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал, обязательно будут еще видео о разных девайсах, и если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч!